ZKF3, вот такой вот ТВ-бокс на канале Технозон. Поехали. Привет, это Технозон. Сегодня у нас ZKF3 ТВ-бокс. И вот, казалось бы, он и интересный, и нет. А почему? Потому что у нас был обзор на канале ТВ-бокса X10 Max Plus. Да, вот X10 Max Plus лютое дерьмище, честно вам скажу. Потому что грелась она ужасно, тротлила до 1 ГГц, то есть с 1,7 она падала до 1, и работать по-другому не хотела вообще. При этом там была платформа A95XF3, да, A95XF3, потом уже когда разобрались, эта платформа была от A95XF3 Air, которая с 8 чипами памяти, которая очень сильно грелась. Там, что бы вы ни делали, эти 8 чипов памяти, ну, совсем выбивают ее из колеи. Так вот, дело в том, что X10 Max Plus это не единственная компания, вернее не единственный, который вот этот вот китайский продавец, который решили купить OEM у A95X. Компания ZKF сделала то же самое, и при этом еще и коробка такая же, но почему-то данный ТВ-бокс работает совсем по-другому. То есть мы когда получили, я увидел платформу, увидел все тот же обрезанный прос до 1.7, я думаю, ну блин, опять сюрпризы. При том, что A95XF3 оригинальная, не Air-версия, она работала и не тротлила. Мы начали тестировать вот эту приставку и поняли, что здесь чего-то поправили. Почему? Потому что у нас в тротлинге на CPU load генераторе была она буквально минут 15, и частота упала до 1.6, порывалась до 1.5, но 1.6 она стабильно держалась, и максимальная температура была 74-75 градусов, что в принципе для этого процессора нормальная температура при максимальной нагрузке. Потом мы попробовали его в тротлинг-тесте, это относительно зеленый график, но она не грелась до каких-то критичных температур. С основными проблемами мы столкнулись при проигрывании, например, того же Gemini Man с жесткого диска 4К 60 FPS при подключении его через USB 3. И тут вот он показал интересные температуры. То есть температура была максимальная, которая у нас была зарегистрирована. У нас специальный CPU-монитор, который показывает 78 градусов. И тут у нас закралось тоже некоторое сомнение. Мы потом в состоянии простой осмотрели, у нее была температура 71-72. Мы выткнули жесткий диск, и она сразу упала на 2 градуса. Я подозреваю, что здесь тоже какие-то есть проблемы с охлаждением, но скорее всего они не настолько велики, как в X10 Max Plus, потому что с контентом, с проигрыванием контента она справилась, она проигрывает нормально торренты онлайн, у нее неплохие модули Wi-Fi, больше 200 мегабит выдает у нас Wi-Fi 5 ГГц, 2,4 ГГц почти 80 мегабит, здесь 100 мегабитный LAN-порт, кстати у нас на бочках здесь есть USB 2, USB 3, разъем для TF-карт, есть у нас аудио, видео для подключения к старым телевизорам, есть SPDIF, LAN RJ45, HDMI, ну и разъем питания. Больше ничего здесь нет. Я вам скажу так, что если здесь в принципе добавить парочку дырочек снизу, потому что здесь их практически нет, то вообще будет шикарная приставка. Я думаю, что она еще поработает. По крайней мере, она не тротлит так, как вот эта вот лютая Guana X10 Max Plus. То есть она действительно, это вот одна приставка внутри, но по-разному работает. Почему, непонятно. Слушайте, ну, короче. В комплекте у нас есть блок питания 5 вольт 2 ампера. Есть у нас такой самый-самый дешевенький пульт. Сейчас покажу. Коробка ничем не примечательная. Вот такой вот пульт. Кстати, это Tanix пульт. И кабель HDMI. Тоже ничего интересного, по крайней мере, для нас там нет. Поэтому мы, скажем так, переходим к его обзору. Ссылки на этот ZKF3 лежат в описании под видео. Также в описании под видео есть топ-5 в разных ценовых категориях. Ну а если вам интересно, будем мы рекомендовать эту приставку или нет, то ждем окончания видео, вернее его резюме. Ну а также под видео есть кнопка подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые честные обзоры. Ну и конечно же наши розыгрыши. Ссылка на очередной розыгрыш, вернее на условия его, вернее на условия этого самого розыгрыша, уже заговариваюсь, лежит тоже в описании под видео. Но сейчас я говорю вам, поехали. И сразу на старте вы видите внизу CPU монитор, который показывает и частоту, и температуру в простое на 58 градусов. Вот это нас сразу и насторожило, потому что если мы перейдем с вами в AIDA 64, пожалуйста, то мы увидим, что эта платформа все та же самая A95XF3, но здесь реализовали, получается, понижение температуры, вернее нормальное охлаждение. Модель ZKF 4 на 60, вернее 4 на 32, у нас подключен жесткий диск, центральный процессор все
тот же Cortex A55 S905X3 на 1,7 ГГц. За отображение отвечает Mali G31. И температурные датчики у нас все те же, и мы сравниваем 60 градусов, все отлично. Давайте так, чтобы мы не были многословны, и мы будем сразу же проверять это все на CPU Load генераторе. То есть мы не будем сейчас строить графики, мы не будем с вами морочиться, мы просто включаем максимальную нагрузку. Все, мы включили полностью нагрузку и будем смотреть, насколько у нас упадет частота и через сколько. Давайте встречаемся с вами, вот я засекаю, ну минут, наверное, через 10. И будет как раз самое оно. Я предполагаю, что температура будет примерно 74-75 градусов, она будет мелькать, и я думаю, что частота не упадет ниже 1,6 ГГц. То есть вот так вот будем смотреть. Хорошо, возвращаемся через пару минут. Ну что, как я и говорил, 74 градуса, 1,6 ГГц. Ничего у нас не греется, это падение 5-4% производительности до 96, вот 1,5 где-то проскакивает, но в среднем 1,6 держит. То есть это не тот X10 Max Plus, который у нас, зачем-то я погасил наш который у нас давал до 1 ГГц падения. То есть здесь смогли реализовать, обратно сейчас вернем наш CPU Transparent монитор. Вот он, и он сразу же после теста начала падать у него температура 67, и посмотрим, какая она будет потом в состоянии простоя. Даже если вы потом включите CPU Throttling тест, то само собой, я уже рассказывал о правилах проведения CPU Throttling теста, и стартанете, он будет в зеленой зоне. Если не верите, давайте подождем буквально 5 минут для того, чтобы у нас уже все сомнения полностью уже ушли. Все. И мы посмотрим, что она работает хорошо. Мы с вами это уже выяснили на CPU Load Generator. Ну вот мы приближаемся к 10 минутам, и мы видим, что у нас частота здесь вообще держится 1,7. Она то падает температура до 63 куда-то, то поднимается. Вообще максимальная была 74. То есть, ну такой вот момент. Ну вот здесь отображена неадекватность самого тротлинг теста на данной платформе. То есть если бы в этом CPU лоуде была загрузка не 100%, то там не было бы проседания. То есть мы можем сейчас опуститься вниз и видим, что у нас почему-то температура 63-64. То есть вот она, приставка лежит. Вот она, смотрите, 63 градуса. То есть на ней сейчас идет тротлинг тест. Я ее начал шевелить больше 10 минут. Ну, в общем-то, разобрались. Здесь смогли обойти эту всю фигню, с которой сталкивались люди при покупке X10 Max Plus этого говнобокса. Поехали протестируем сетевые модули. Начнем с обыкновенного LAN RJ45. Здесь у нас стабильная сотка. Никаких у нас проблем я здесь не вижу. 94 на 94. Стартуем 5 ГГц, мы видим, сейчас горит у нас значок Wi-Fi, почему-то их, кстати, два, и сетевых подключения, и Wi-Fi значков тоже. Итак, 5 ГГц, ребят, ну не дать не взять, показываю как есть, стартует больше 200, падает до 130, хотя я думаю наберет сейчас до 150, да неплохой модуль. 180, 190, 200 мегабит, все, 200 на загрузку и 218 на выгрузку. 2,4 ГГц, а вот 2,4 у нас здесь намного выше среднего. И это тоже удивительно, то есть порядка 60-70 мегабит. Даже больше, к 80 стремится. То есть, возможно, они на эту платформу прилепили какой-то чип, и мы вот имеем то, что имеем. 80 на 70. Я считаю, неплохие результаты. Также мы с вами должны проверить синтетику. Я хочу прямо пронаблюдать температуру, пока будет идти тест производительности Wyse Storm Extreme на 3D Mark. Если вдруг что-то будет, я сразу же остановлюсь и скажу вам, что действительно она греется, подходит ли она для игр или нет. Вы знаете, в середине теста у нас греется память 72 градуса, а вот процессор 68-69, поэтому я думаю, что на этом даже можно как-то поиграть. Хотя я думаю, что в каких-то тяжелых играх он себя покажет не с самой лучшей стороны. Да, вот в физическом тесте он начал греть процессор 73 градуса. Ну, и набрал он 5486 баллов. Ребят, ZKF3 он набирает выше среднего, при этом на порядок, ну не на порядок, намного выше среднего. То есть 200 баллов в данном случае это достаточно ощутимая разница. Поэтому, возможно, мы сможем на нем поиграть. AFRD. AFRD у нас есть, root права поддерживается, смотрим. Демон включен. Давай, да, все, включился. Я считаю, что в принципе можно дать ему шанс. А давайте-ка мы с вами начнем тестировать мультимедийные возможности.
Запущу сразу Gemini Man через стоковый проигрыватель, проверим сразу декодирование, вернее транскодирование 5.1 звука и проигрывание тяжелого торрента. Вот, кстати, в Dolby Digital он начал воспроизводить Gemini Man 4К 60 FPS фильм. Перематываю, долго не ждем, смотрим, что у нас из этого получится. Перемотка мгновенная, и фильм воспроизводится, останавливается, воспроизводится дальше без каких-либо вопросов. Температура воспроизведения такого тяжелого контента у нас 73 градуса. В принципе, сейчас она, немножечко устоявшись, должна либо упасть, либо остановиться на какой-то точке. 73-74 градуса. Это немало для воспроизведения. 75. Вот. Тяжелый, но частота у нас держится 1,7. То есть я прогнозирую, что поиграть на этом как бы я бы не советовал. В принципе, слушайте, мне нравится 76 градусов. Ха-ха-ха. Не все так просто. Ребят, синтетика, а реальность не обманешь. Пробуем с вами аудиофайлы. Dolby Digital Plus транскодирование. Dolby Digital Plus есть. DTS 5.1 ядро пробуем, DTS есть, Dolby True HD и DTS HD Hi-Res здесь нет, они транскодируются как простой Dolby Digital и как простой DTS, то есть здесь у нас никаких сюрпризов нет, то есть он его микширует в 5.1 в простой звук. В принципе, тест он прошел, но вот немножечко напрягла температурка, как сейчас, в принципе, 74-73 в простое, и проверим, она должна начать падать. Смотрим, 72, либо, возможно, у нас что-то висит в фоне. Давайте попробуем позакрывать 3D Mark, позакрываем все эти приложения и вернемся опять в главное меню. Нагрузка упала, да, нам необходимо было просто-напросто выгрузить старые приложения из фона, 71, 72. Но что-то сейчас она начала опускаться ниже. Дело в том, что я заметил, что она начала опускаться, вернее, не ниже, а опускаться медленнее после того, как я подключил внешний жесткий диск. Давайте мы отключим внешний жесткий диск, и сразу у нас температура полезла вниз. Вот это сюрприз, а! То есть я отключил жесткий диск, сразу минус 2 градуса. Сейчас она ниже 70 градусов, понаблюдаем. Давайте сейчас без жесткого диска тестировать дальше. По ходу какие-то вопросы 66 градусов, короче, она падает. Хочу протестировать торренты 4К, воспроизведение их онлайн, и мы тоже здесь посмотрим на температуру. Давайте, плохие парни, у них там много хороших торрентов. Вот 47 гигабайт. Смотрите, сейчас температура, вот мы в меню выбора фильма 66-67 градусов, подключили Lana J45, потому что мы на 2.4. Пошел набор пиров, включилось проигрывание. Итак, смотрим. 72 градуса на старте, 71 при проигрывании тяжелого торрента. Мне аж интересно, пускай проигрывается, тоже вернемся, посмотрим. Вот дадим ей шанс, не дадим, еще пока не определился. Ну, знаете, воспроизведение работает. 73 градуса, 71, 70. В принципе, у меня как бы вопросов нет. Интересно, интересно. Насчет торрентов. Хочу протестировать YouTube 4К 60 FPS, хотя это уже такое, знаете, больше дань уважению, чем тесты, потому что 905X3 процессоры, они практически все работают с YouTube 4К 60 FPS без каких-либо ограничений. Пробуем. Включаю принудительно 4К. И вы знаете, да, он воспроизводит без дропов, без ничего, все отлично. Берет из сети сейчас 63 мегабита, у меня как бы тоже здесь претензий не возникает. Что ж, мультимедийка, он вытягивает ее. Особо он в мультимедийке не греется. Давайте попробуем установить какую-нибудь игру. Я вот какую-нибудь гоночки какие-нибудь, не знаю. Вот сильно ударяться в это не буду, потому что приставка для меня спорная. Почему? Потому что мы видим, что максимальная температура все-таки была 78 градусов. Он при проигрывании 4К 60 FPS контента доходил до 78 градусов. И это настораживает. Поэтому мы сильно не будем ничего такого устанавливать, установим только лишь Rail Racing 3, попробуем в паре с нашим геймпадом. И вот уже на стартовой заставке мы видим, что у нас есть протормаживание, даже в Rail Racing 3. Температура памяти 74, процессора 72. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, на геймпад реакция нормальная. Пробуем. 74 градуса. Представляю, если бы это был World of Tanks, там была бы температурка повыше. Короче, знаете, вот мне кажется, что для контента она норм, для игр она точно не пойдет. То есть 74 на первых минутах игры, при том, что в 4К 60 FPS мы видели 78 градусов. Ну, сейчас посмотрим. Давайте погоняем немножечко
и попробуем выжать из него пиковую температуру. Хотя загрузка процессора здесь никакая. То есть смотрите, мы 74 имеем при загрузке 22, 9, 20, 25%, 75 градусов видим. Это значит, что здесь основное сейчас идет упор на видеоускорители, который дает вот этот вот самый нагрев. Если здесь еще нагреется у нас и процессор, например, как при World of Tanks, то будет вообще беда. Я вам сразу говорю, 75 градусов при 30% загрузки. Эта приставка, по крайней мере с этим охлаждением, не для игр однозначно. Это мы уже выносим свое решение. Переходим, резюмируем вот такой вот короткий, но достаточно интересный обзор. Выводы. Ребят, скажу так, однозначно рекомендовать ZKF 3 как мега-супер топ ТВ-бокс я однозначно не буду. Вот реально не буду. Все-таки какие-то проблески температурных вот этих вот проблем здесь есть. Да, он производительный по 3D Mark. Да, на нем можно играть в игры, но вам придется доработать охлаждение. В случае, если вы готовы, то в принципе за свои деньги это, ну, более-менее среднячковый ТВ-бокс. Это не топ, хотя у него есть даже 5.1 звук. Ну, а в принципе, если вы хотите нечто лучше, то в топах вы можете найти. Сказать, что это говнобокс, и мы не скажем, но и однозначно рекомендовать его не можем. Нас напугала немножечко температура максимальная в 78 градусов при воспроизведении контента 4К 60 FPS с жесткого диска. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и ZKF 3 на канале Технозон. Пока, ребят.